Я считаю, цели и задачи, они очень призрачные, и по мере того, как мы к ним движемся, и цель меняется, и мы меняемся. Поэтому жить ради цели и потом достичь ее и понять, что смысл-то был не в ней, а в чем-то совсем другом, или что уже замаячила новая цель на горизонте. Это постоянно быть вот в этом процессе, типа вот она, вот там где-то счастье, где-то вот оно там. А потом ты прибегаешь и думаешь, о нет, оно оказывается вон, сдвинулось, оно еще дальше. Можно пропустить процесс. Поэтому, конечно, кайф в процессе. Но цели и задачи нужны нам как маяки, как путеводная звезда, как некий ориентир, как вершина, к которой мы идем. Вершину нужно видеть. Она должна быть там, чтобы к ней проложить путь, чтобы карабкаться, бороться, кайфовать от процесса, наслаждаться процессом. Но нужно иметь цель, потому что без цели ты как... понятно, как в океане, без компаса, без направления. То есть компас нужен, вектор нужен. А дальше понимать, что эта цель лишь нужна нам как маяк. Какими бы позитивными мы ни были, и как бы нам ни казалось, что мы так хорошо и светло смотрим на мир, все равно в нас внутрь, к нам внутрь закрадываются всевозможные раздражения. То есть никогда и никого, я так думаю, не устраивало все в мире вокруг. При этом то, что нас не устраивает зачастую, не зависит от наших действий вообще. Есть сферы, которые зависят. Над этими сферами нужно работать, и сейчас речь не об этом. Сейчас речь о тех каких-то скребущихся вот этих неприятных эмоциях, которые закрадываются в каждого из нас по отношению к тем вещам, которые априори мы не можем изменить. Устройство мира, поведение людей вокруг, какие-то макрообстоятельства мира или обстоятельства своей жизни, над которыми мы не властны. Где мы родились, в каких условиях мы родились, чем нам кажется, что обстоятельства нас заставили заниматься. Иными словами, вычищать негатив изнутри себя. Следить за этим. Один раз и навсегда сделать это невозможно. Это почему я говорю, что это такая внутренняя уборка, потому что эта штука, это как пыль. Вот ты протер пыль, но все равно через какое-то время она собирается вновь. То же самое здесь. То есть нужно поддерживать свой внутренний мир. Вот как вот я уже ссылался на это ясное небо. Вот как на небе, чтобы тучи не появлялись, расчищать их внутри, работать над этим, уделять этому внимание. Именно во время кризисов мы проявляемся наилучшим образом. По крайней мере, наиярчайшим образом. Кто-то проявляет свое лучшее, свою силу, кто-то проявляет свое худшее. Но в любом случае это некий катализатор того, что есть в нас. Самое время посмотреть на себя со стороны. Мне думается, что наша жизнь, она все-таки не про материальные какие-то достижения и достатки. Хотя, естественно, на поверхности лежит именно это. Наша жизнь о том, чтобы быть постоянно в супертесном контакте со своим внутренним искренним глубинным стремлением к самовыражению, к тому, чтобы жить мечтой, которые уходят корнями туда, в детство, в юношество. И то, что мы зачастую под давлением этого, как многим кажется, циничного, жестокого, прагматичного мира, то, что мы забываем, заталкиваем по углам, запираем в ящиках каких-то в своей душе и адаптируемся. Я себе, я уже говорил, это не хвастовство, я действительно себе такого в жизни не позволял. За это приходилось, конечно, расплачиваться в чем-то, но в целом это рецепт счастливой жизни, на мой взгляд. Быть все время в контакте со своим вот этим внутренним естеством. А сейчас обстоятельства. Сейчас и в любом следующем кризисе обстоятельства просто показывают вам. Они как будто хватают вас за плечи и говорят: дружище, встряхнись, вспомни, про что ты на самом деле. О чем твои мечты? Что ты хотел-то вот тогда? 5-10 лет назад, 15, о чем ты мечтал, когда ты читал лучшие книги, которые для тебя сыграли роль? Когда ты закрывал эти страницы, эту книгу захлопывал, что в тебе бурлило? Что ты хотел воплотить?
Эти вещи, конечно, многими забыты в прагматизме. Вот это, наверное, наибольшая травма и то, на что неприятно смотреть вокруг. Стремление к обязательному достижению тех целей, которые вы перед собой ставите. И в какие тупики мы себя порой загоняем вот этим бесконечной этой требовательностью к себе. Перед вами стоят цели, вы их для себя четко поставили, вы выбрали сферу, в которой вы стремитесь достичь успеха. И, вероятнее всего, у вас есть какая-то карта целей, вы каждый день от себя чего-то ожидаете. И если, по крайней мере, опираясь на свой жизненный опыт, я могу сказать совершенно четко, что 90% по моей практике, несмотря на то, что мне удалось успеть сделать достаточно много и во многих сферах, 90% целей, которые я себе писал, они заканчиваются либо деформацией, либо неудачей. То есть большая часть времени в действительности проходит за тем, что ты корректируешь направление, либо должен смириться или привыкнуть к тому, что еженедельно, а иногда даже ежедневно у тебя не получается то, что ты для себя четко сформулировал как цель. Я в 21 год уехал в Калифорнию просто с рюкзаком за плечами, не имея ни единого знакомства там, с небольшой суммой денег, правда, это было в 92 году. Перед этим я учился в финансовой академии на факультете международные экономические отношения. Я из семьи академика Советского Союза Владимира Сергеевича Семенихина. То есть меня с детства мучили учебой. В Америке же я познал совершенно другую часть жизни. Это простые работы. Я этого хотел, я хотел это попробовать. Каково это просто стоять на земле и делать простейшие вещи. Не мозгом, не связями, не фундаментом семьи за спиной, а просто совершенно с нуля, в новой для себя среде. Сейчас, занимаясь, вот вы видели там и про книги, и YouTube-блоги, и телевизионные программы, у меня было немало проектов, я управлял сетями спортивных клубов в России. Что бы я ни делал, я все равно опираюсь на те годы в Калифорнии, когда я работал вышибалой в баре, развозил пиццу, разгружал почтовые машины. И я понимаю, что это есть со мной всегда внутри. Не бывает моментов, когда слишком тяжело. Поэтому, возвращаясь к целям, я надеюсь, что вам сейчас непросто, потому что это именно те моменты, когда куется наша настоящая вот эта стержневая целостность внутренняя. Именно когда нам непросто, и когда мы боремся и сомневаемся, но тем не менее не сдаемся, именно эти времена нам запоминаются намного больше, чем времена успеха. Бывают моменты, когда у тебя все идет не так, все, как будто весь мир против тебя. В эти моменты очень круто не сидеть и анализировать, записывать себе что-то. Или ждать, когда наконец-то у тебя внутри прояснится картина, имеется в виду в сердце или в голове, а просто заняться любым делом, которое ты видишь сейчас перед собой. То есть войти в любую дверь, ты не видишь пути, но ты можешь выбрать какую-то дверь или заняться каким-то делом, которое сейчас перед тобой. Как ни странно, именно в процессе того, когда ты начинаешь что-то делать, у тебя проясняется картина. Вместо прокрастинации выбрать действие. Я называю это слепым усилием, либо blind effort. Можно то же самое по-английски. То есть ты просто начинаешь прикладывать усилия к любой сфере или, имеется в виду в рамках своей деятельности, к любому делу. Просто займись делом в момент, когда ты в тупике. Ты просто делаешь как можешь, делаешь изо всех сил, здесь и сейчас. В данный конкретный момент. Только вы внутри можете почувствовать, несмотря на неудачи, несмотря на непонимание, действительно ли это ваше направление.
Я всегда считал, что ответ я держу только перед собой, жил подавляющую часть своей жизни, большую часть, да и по сей день опираясь только на собственные задачи и ориентиры. Стараясь, конечно, не травмировать и не обижать, не использовать людей вокруг. Вот, то есть опираться только на себя. Но со временем ты понимаешь, что все, что ты достигаешь, все, чем ты, откуда ты берешь свой жизненный заряд, энергию, это не только физиологически вот бьющееся сердце, энергия, которая присутствует в теле и которую ты можешь выразить. Это не только душа, которая в тебе, вот она из пустого, или, так скажем, из вакуума, из пустого пространства генерирует энергию. Конечно, нет. Мы постоянно получаем от окружающего мира мотивирующие моменты, удивительные истории, тепло человеческое вокруг нас, поддержку человеческую вокруг нас. Я в основном в своей жизни, конечно, получал это от девушек, от женщин, от тех, кто слушал меня, верил в меня. Они дарили мне всегда свое тепло и давали ту самую энергию. Я не думаю, что это называется забирать, но это точно называется получать. И это нужно возвращать и отдавать в мир вокруг. Причем я думаю, что здесь речь идет не только о близких людях, о родных людях, которые вокруг вас, о вашей семье или о ваших детях. Здесь речь в первую очередь о людях чужих, которые совсем не ожидают то, что могут получить от вас помощь и поддержку. Мы все в своей жизни сталкиваемся с людьми, которым нужна эта помощь и поддержка. И я искренне благодарен обстоятельствам за эти подворачивающиеся иногда возможности. Они подворачиваются достаточно часто. Случайные эпизоды в жизни, которые сталкивают тебя с людьми, которые совсем не ожидают, что сейчас им эта помощь будет оказана. У меня такие ситуации бывали, и, конечно, сразу хочется сбежать. Делаешь это, и дальше надо сбежать, чтобы не получать вот эти лавры. Потому что для людей, конечно, это потрясение. Люди, к сожалению, мы все зачастую не верим, что такое. Именно мы верим, что мы можем сделать, но мы не верим, что нам могут сделать. И поэтому, когда это происходит, именно когда удается отдать, ребята, это такое счастье не опишет это состояние. Именно чужому человеку, который не ждет. Потому что в этот момент ты понимаешь, что нет чужих людей, что мы все как клубок вот так переплетены в этом мире, и мы все могли бы быть друг другу братьями, сестрами, родителями, детьми, друзьями, возможно. Потому что есть люди вокруг, которые могли бы быть нам друзьями, мы их просто не знаем. И в других странах, которые могли бы быть друзьями. В общем, мы все большой такой коллектив, который мог бы состоять из 10 человек, но он состоит там из 7 миллиардов. Но так или иначе, давайте стараться все-таки неожиданные вещи совершать и почаще для людей вокруг. Я с годами прихожу лишь к пониманию того, что независимость нужна для выработки своего внутреннего стержня и чувства опоры, чтобы ты знал, каков ты сам по себе, чего ты стоишь, когда ты полностью оторван от какой-либо поддержки и взаимодействия. Вот просто сам чистый эксперимент. Но вырастив это в себе, когда в тебе есть уже это знание, чего ты стоишь сам по себе, конечно, смысл жизни все-таки в обмене между нами. Конечно, не всегда это хорошее. И люди могут, наверное, вы сами видите, по соцсетям это такой примитивный, наверное, пример, да, с негативными комментариями. Но это отражение нашей жизни. То есть люди не всегда делают то, что мы ожидаем, и не всегда говорят то, что мы хотим. Самое главное, и поступки совершают не всегда такие. Но наша задача научиться понимать, принимать и радоваться. Слова такие простые, сделать крайне сложно. Но это задача на века. Мы уже тысячелетиями этого стараемся достичь. Может, когда-нибудь и достигнем.
Но в конце концов ты приходишь к пониманию, что все изначально внутри нас. Пробиться к этому сложно. Не предать это сложно. Так что используйте моменты, возвращайтесь к своим основам.